Ричард Уэсбрук, пожилой миллиардер, однажды оказался в реанимации частной клиники. Врачи поставили диагноз инсульт и сообщили семье, что пациент находится в коме. Однако Ричард все слышал. Он не мог пошевелиться, не мог дать понять, что находится в сознании, но разум его был ясен. Он решил скрыть это. Ему было важно узнать, кто есть кто. Так он начал слушать. Сначала пришел его старший сын Дэниел, затем дочь Эмили. Ричард понял, что вместо заботы и тревоги за отца дети обсуждают его имущество. Они хладнокровно планировали, как поделят его бизнес, счета, недвижимость. Никто не говорил о нем как о человеке. В их голосах звучала только алчность. Он лежал молча, словно мертвый, но внутри его все кипело. Во что он вложил всю свою жизнь? В семью. Все это оказалось ложью. Он начал пересматривать всю свою судьбу. Прошло несколько дней. В палату входили врачи, медсестры, технический персонал. Большинство были равнодушны. Но однажды зашла молодая медсестра Джессика. Она всегда задерживалась чуть дольше других. Убирала аккуратнее, меняла капельницы бережнее. И однажды, думая, что он ничего не слышит, она просто заговорила. Без пафоса, без ожиданий, без фальши. Просто сказала то, что у нее на сердце. Она вспомнила, как больница, где лечилась ее мать, была построена на деньги благотворительного фонда Ричарда. И как это спасло жизнь их семье. Это было первым искренним и теплым моментом за все время, что он находился в палате. Он понял, не все забыли, кем он был. И, возможно, именно тогда в нем что-то переломилось. Пальцы на его руке едва заметно дрогнули. Потом он открыл глаза. Он вернулся к жизни. После выздоровления он решил лишить своих детей наследства и все свое состояние решил передать благотворительным фондам. Дети были в бешенстве, но он не хотел их слушать. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.